Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Дайте черный микрофон, yeah? Черный. Добрый вечер, церковь! Будьте благословенны. Рады вас видеть. Как вам живется? Но есть кому-то, кому не очень хорошо живется. Есть кто-то здесь, такое впечатление, что у вас была операция на сердце, клапана, или что-то у вас было на сердце. Вот, что-то такое у кого-то, ну, как будто у вас сердце расходится вообще. Вот, но кто это? Положите, пожалуйста, руку на себе. Господь, не в сердце имеется в виду, а в груди, ну, в районе груди. Поэтому положите руку на себе. Господь, именем Иисуса, мы постанавливаем исцеление, мы разрушаем вот эти проблемы, какие бы они ни были, как бы их ни назвали, мы приостанавливаем эти боли, и мы высвобождаем исцеление Божие, силу исцеления, сверхъестественным образом, во имя Иисуса Христа. Человек, у кого, но также говорит именем Иисуса, будьте исцелены прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Головные боли мы повелеваем прекратиться именем Иисуса Христа. Господь, прикоснись каждому из своих детей сегодня. Женские болезни мы повелеваем именем Иисуса Христа исцелиться прямо сейчас, чтобы сила Духа Святого прикоснулась к этим людям именем Иисуса Христа. Господь, в чем бы ни нуждались твои люди сегодня, пускай они услышат и получат, и примут твое прикосновение, твое исцеление и ответы на свои молитвы. Мы благодарим тебя, что ты это делаешь, Господь, именем Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Дайте Богу славу. Окей. Ну что ж, так. Прошу прощения, я еще что-то. У кого-то опухоль тоже в районе по-женски. Господь тоже исцеляет вас. Примите ваше исцеление. У другого человека кровотечение. Господь также исцеляет вас. Слава тебе, Господь. All right. Поприветствуйте кого-то, вы можете присесть. Я буду проповедовать на английском. Есть ли трансляции в английский мир? Есть ли трансляции? Если нет, тогда я по-русски. Если есть трансляция, тогда я по-английски. Есть трансляции, да? На английский сайт. Да? Okay, so I have to speak English. Тогда я должен говорить по-английски. Yeah, the English-speaking people are happy. Сегодня счастливы англоговорящие люди. You see, only they are the ones shouting and rejoicing. Это только они сегодня кричат и радуются. They are still hungry. They are still hungry to hear Pastor Sunday. Потому что они очень голодны, чтобы услышать пастора Сандея. The Russians are no more. The Ukrainians are no more А hungry. украинцы и русскоговорящие что-то не очень голодны. А украинцы и русскоговорящие что-то не очень голодны. That's why you shouldn't stay for too long when you are invited to visit, because people will no more clap for you at the end of the day when you stay too long.
Поэтому вам, иностранцы, не нужно долго здесь оставаться, иначе люди не будут радоваться уже так. Когда вас приглашают в Когда вас гости, приглашают в не гости. надо задерживаться слишком долго. А то никто потом вами не будет радоваться. Вот поэтому уже с украинцев никто мне уже не хлопает. Только иностранцы хлопают. Okay. Хорошо. Oh, okay. For the Russian-speaking world, meanwhile. Для мира, который говорит на русском языке, Вот книга – это жизнь. Это единственная книга подобного рода для именно, которой Министерство образования нашей Украины санкционировало для молодежи и подростков от 16. И это наши педагоги из нашей церкви разработали. Книга «Жизнь – это Life Navigator». Если вы знаете какие-то молодежи, здесь о сексе, здесь об отношениях с родителями. Короче, все наши проповеди здесь на языке молодежи и на языке педагогики, который государство санкционировало. Так что, если вы еще, да, это чудо Божие. Так, жизнь это называется. Это будет серия. И во всех школах уже в Киеве, по крайней мере, уже используют. Так что возьмите, это свои. Now, I'm going to be talking today on the topic of send home the timid. Send home the people. сегодня я буду говорить на тему «Отправляем людей домой». Oh, send home the people. Отправляем людей домой. Getting the crowd together is the dream of so many pastors. They don't want to send people home. They want people to come. И пасторы вообще имеют мечту собирать толпы. Они не хотят отправлять людей домой. Они хотят, чтобы люди приходили к ним и собирать толпу. Crowd is the dream of pastors. И таким образом толпа — это просто мечта пастырей. Crowd is the dream of pastors. Толпа — это мечта пастырей. Crowd is the dream of pastors. Толпа — это мечта пастырей. It used to be my dream. И это было моей мечтой. It used to be my dream. Это было когда-то моей мечтой. It used to be my dream. И когда-то это было моей мечтой. But now, Но сейчас I can have it and I can do without it. я могу пережить и без этого, но я могу иметь это. But better to say, I can understand God better why He said there is a time for crowd and there is a time when you need to send the crowd packing. И лучше, чтобы я сказал так. Бог говорит, что есть время, когда хорошо собирать толпу, а есть время, когда хорошо отправлять толпу домой. Ecclesiastes says there is time for everything. Экклезиаст сказал, всему свое время. There is time to gather and there is time to scatter. Время собирать и время разбрасывать. In Ecclesiastes, it used the word stones. There is time to gather stones and there is time to scatter. But not just stones, even people. There is time to gather people and there is also time to scatter people. И в Экклезиасте написано время разбрасывать камни и время собирать камни. Но это не только о камнях. Точно так же время собирать людей и время отправлять людей. That should be very interesting for you, for a pastor. И для вас, пастыри, должно быть это очень интересно. Because when you are a pastor, you don't want to believe that there will ever be a time when God will send the people home. Потому что для вас, пастыри, очень трудно поверить, будучи пастырем, что будет время, когда Бог захочет отправить ваших людей домой. That it's possible that this could be God. You say, no, if people are going home, that should be Satan. It cannot be God. That cannot be God. Потому что многие не верят, что когда люди разбегаются или расходятся из церкви, это дело Божье. Они говорят, нет, если люди оставляют и уходят домой, это не Бог, это точно не Бог. Но это может быть Бог. But if you read your Bible very well,
И если вы внимательно читаете Библию, Every one of the Gospels, Matthew, Luke, John, Mark, have recorded instances when Jesus said, send the people home. то все евангелисты, все авторы Евангелия, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, описывали случаи, когда Иисус говорил им: отправьте людей по домам. And sometimes when the people don't want to go, he sends them away. И иногда люди не хотели уходить, и ему приходилось настаивать, чтобы они уходили. Because he would not send them away through pleasant situations. So he would say some very hard things, or he would allow some very difficult situations to happen that the people themselves begin to run away. И не всегда он отправлял их домой просто в обычной ситуации. Иногда Бог использует тяжелые ситуации, суровые ситуации, чтобы люди начали разбегаться. Because he is at that kind of time, he's looking for remnants. Потому что в это время Бог ищет остаток, Он ожидает So остаток. even when the remnant is there, И если остаток even остался на after the месте, remnant is remaining, и даже после того, как остаток есть, I will still come to the remnant and challenge them and say, would you like to go also? Would you like to go? Would you like to go also? Should I send you away too? Иисус тоже подходил к оставшимся и говорил: и вы хотите меня оставить? И вы хотите меня оставить? Давайте. So when those remnants noticed that he was trying to send them away also, they said, but no, don't send us away. Where can we go? You are the one that has the letters of life, the words of life. Where can we go? No, don't send us away. There's nowhere for us to go, so we're not leaving. Those are the remnant, the true remnants. И когда оставшиеся ученики поняли, осознали, что Бог отправляет их тоже, они сказали: нет, мы не хотим, у тебя только глаголы вечной жизни, у тебя глаголы вечной жизни. Они испугались, и они захотели остаться. И это есть истинный остаток. The ones that are afraid of being sent away, that is what is needed. Those who are afraid of that he was going to send them away, who don't want that to happen, who are so scared, don't send us away, those are the ones you need at a point like this. Только те люди, которые действительно ужасаются от одной мысли, что они должны вас оставить. Только те, которые говорят: нет, что угодно, только я не оставлю тебя. Только они на самом деле ваша цель. Это те, кто ваши. Those are the ones that are needed. Это те, которые вам нужны. At this critical time, at this particular time when people are being sent away. И они нужны вам именно в то самое время, когда люди отправлены домой. So there is a time for remnants. Поэтому есть время для остатка. Time for remnants. Время для оставшихся. Now, let's go back to Ecclesiastes. Time to gather and time to scatter. Is that scriptural? И давайте вернемся к Экклезиасту. Есть время собирать и есть время разбрасывать. Это по-библейски. Did it happen with Jesus? И это происходило с Иисусом, правда? Did it happen with Paul? И с Павлом тоже происходило. There used to be a time in the New Testament that in one day they had 5,000 giving their lives to Christ. If 3,000, even 5,000 in one day. И в Евангелии описывается время в Деяниях, когда люди 5,000 одновременно отдали свою жизнь Господу Иисусу Христу в один день. 3,000 одновременно отдали свою жизнь Господу Иисусу Христу в один день. Then the other time, Но было время, when Paul was writing, everybody has left me. Only Timothy is left with me. когда Павел писал: все покинули меня, только Тимофей не оставил меня. Yeah. Is that scriptural? И это по-библейски. You are not very enthusiastic anymore. Что-то вы не очень энтузиазм проявляете, не очень радуетесь. Let's go back to Ecclesiastes. И давайте вернемся к Экклезиасту. It's time to go. There is time to gather. Есть время собирать, Then there is time to scatter. и время разбрасывать, Then there is time to gather again. и есть время снова собирать, Then there is time to scatter again. и снова разбрасывать. That's just how life is. Это жизнь, она так протекает. You must learn to live both in abundance and in what?
in lack. И мы должны научиться жить и в полноте, в изобилии, и в недостатке. That's what Paul said. Это так говорил апостол Павел. He knows how to abound both in plenty and in lack. Я знаю, как жить в изобилии, и я знаю, как жить в недостатке. Do you know how to manage the two? А вы знаете, как жить и в той ситуации? Well, you don't want to. Most of us don't want to know the other side. We just want to know abundance, isn't it? Многим из нас не нравится даже познавать жизнь недостатка. Всем нравится только изобилие, правда же? But for you to be a mature son in this kingdom, you must be familiar with the two of those situations. Но для того, чтобы быть зрелым сыном в Царстве Божьем, вам нужно знать обе стороны. Yeah, you must be mature enough to be able to be as happy in lack as you are in abundance. И зрелость ваша заключается в том, чтобы вы радовались и были счастливы в недостатке так же, как вы радуетесь и вы счастливы в изобилии. Yeah. Then you are proving to God that your faith is not in what you have or what you lack. Your faith is in the Master. Тогда вы доказываете Богу, что ваша вера не ориентирована и не опирается на то, что вы имеете или чего-то вы не имеете, но ваша вера сфокусирована на Господине, на Хозяине, On your Lord and на your вашем Savior. Господе и на вашем Спасителе. God needs to find out that you are not just talking it. That, oh yeah, I'm going to praise you all the time. I'm going to be happy all the time. No, he wants to find out what happens when it really happens. И Бог всегда хочет убедиться, не болтун ли вы просто так, который говорит, я буду проповедовать, что бы со мной ни произошло. Потому что Он хочет, и я буду радоваться, буду всегда счастлив, буду всегда хвалить Тебя, что бы ни было. Он будет испытывать вас, действительно ли вы таков, как вы говорите. Are you still going to be as happy in lack as you are in abundance? И будете ли вы таким же счастливым в недостатке, как вы счастливы в изобилии? Because if you are only rejoicing when things are going your way and going excellently well, then God is not your source. Then God is not the reason for your joy. It is what you have that is the reason for your joy. Потому что если вы радуетесь, и если вы счастливы, когда вещи идут так, как вам нужно, так, как вам нравится, то уже не Бог есть ваш Господин, и не Бог источник вашего счастья и радости. Но то, что вы имеете, то, что вам нравится, вот это и есть источник вашей радости. Это и есть ваш Господь. And whatsoever excites you is your God. И тот, кто действительно вызывает у вас эту радость и восхищение, он и является вашим Богом на самом деле. Что бы это ни было, какая бы вещь не вызывала вашу радость, whatever causes you to rejoice, whatever you get excited about is your Lord. что бы ни было, кроме Бога, который вызывает ваше счастье и радость, и вы к Нему прилепляетесь, это и есть вашим Богом. То, что является источником вашего счастья и радости, это и есть ваш Бог, не Бог. А если то, что Он дает, есть источник вашего счастья. Поэтому, когда то, что Он дал, который дал вам счастье, не будет, и вы грустны, тогда мы вас раскусили. So, whatsoever is the source of your joy and of your rejoicing. So, if you are happy and always on high because things are working out the way you expect them to work out, then when things are bad, you are so sad and down. Then you know, God, you don't need to even argue anything to God. Everything is clear that your joy is not God. The source of your joy, the source of your strength is not God. The source of your joy and strength is the things that are working your way. И если источник вашей радости или вашего счастья, что-то, какая-либо вещь, и эта вещь у вас есть, и вы радуетесь, и
и счастливы, пока она есть. Но если Бог забирает эту вещь, или у вас ее нету, вы перестаете радоваться. Это означает, что не Бог является источником вашего счастья, а те вещи, которые вы ожидаете, которые вам нравятся, которые идут так, как вам хочется. Вот это является вашим источником. This is not a message that I'm preaching because, this is the best message for today. No, it's just another aspect of God that you must get familiar with. И это не потому я проповедую сегодня, что это самое правильное сегодня послание, но потому что вам это нужно, вы должны знать эту часть, эту сторону Бога. Jesus himself could not finish his race on the earth without experiencing this. Даже Иисус не окончил свою жизнь, свое путешествие по земле, пока Он не испытал эту часть. This part of God, this part of the truth of God had to be experienced by the truth himself. Эта часть For us to Бога, experience the fullness of God. эта часть Бога, эта часть истины Божией, это то, через что проходил Иисус. Должен был испытать Иисус, будучи сам истиной Божьей. Без этой части Он не мог быть в полноте Божьей. There is no fullness of God if the disciples and apostles did not experience this aspect as well. But then, if we don't preach it, we will be thinking it's a strange thing. No, it's not strange. It's just that you are not familiar with it. It's not strange. Вы не можете быть в полноте Божьей, если вы не познали эту часть Бога. И Его ученики, ученики Иисуса Христа, все прошли через трудности, через недостатки, потому что это и есть быть в полноте Божьей. И если вы не хотите через это проходить, вы не можете быть в полноте Божьей, вы не можете познать полноту Божью. So you cannot just say God is only in abundance. Поэтому вам не нужно говорить, что Бог только тогда есть, когда избыток, или Он в избытке. You cannot say God is only when things are going your way and things are going so well. И вы не можете сказать, что я вижу руку Божью только когда все вещи у вас получаются и все идет хорошо. You might be seeing the hand of God too when things are not going your way. Вы можете увидеть руку Божью даже в тех ситуациях, когда вещи не идут так, как вам Even нужно. when you are in lack, that might be the hand of God too sometimes. И если вы испытываете недостаток, то это само по себе может быть рукой Божьей для вашей жизни. But when you are able to rejoice in the two situations, both in lack and in abundance, you are rejoicing not in lack. Lack is not the cause of your abundance. You're rejoicing. Not abundance is the cause of your rejoicing. But you are still rejoicing in the Lord. Then the Lord is the centrality of your life. The Lord is the reason for your joy. So the Lord is always there. Either it's lack or abundance, you are always rejoicing in Him. You are always happy in Him. You are always satisfied in Him because He is ever abiding the same. He is your life, your source. And He should be the one you are rejoicing about whatsoever is going on in the physical world. И вам нужно научиться жить и в недостатке, и в избытке. И это не то, чтобы избыток был сам источником вашей радости. Либо не то, что недостаток, вы должны радоваться из-за самого по себе недостатка. Нет. Но независимо от того, что у вас происходит, избыток или недостаток, ваша радость должна быть в Боге. Потому что Господь есть источник вашей радости. Господь есть источник вашего счастья. Господь есть источник вашего удовлетворения. Господь есть источник вашей жизни. Поэтому независимо, какая у вас ситуация, что бы ни было, недостаток или избыток, вы должны всегда радоваться в Господе, понимая, что именно Он ваш источник. Он всегда пребывает. Он всегда пребывает. Yes, abundance will come or go, but He remains. Бедность, нищета, проблемы или избыток приходят и уходят, а Он остается. And if He is the source of your joy for real, you will rejoice in all situations. И если именно Он источник вашей радости, если действительно Он источник вашей радости, то вы будете радоваться независимо от ситуации и обстоятельств. Because He remains. Потому что Он пребывает вовек. And He is your joy. И Он есть ваша радость. So you keep on rejoicing. Поэтому радуйтесь в Нем. Not just about rejoicing I'm talking about, И я говорю не только о радости сейчас, but I'm talking about satisfaction.
Я говорю об удовлетворении. I'm talking about peace of Я mind. говорю о мире. You are not complaining. Мы не жалуемся, You are satisfied in God. мы не ропщем, мы удовлетворены в Боге. If you then, let me have 3 people. Можно пригласить 3 человека на сцену, пожалуйста. Yeah, I needed you in particular. Да, я действительно хотел, чтобы вы подошли. You are the abundance. Потому что вы будете полнотой Божьей. Изобилие. Изобилием. You are the abundance. You Вы look like изобилие, abundance. подходите сюда. I needed abundance too. Мне нужно изобилие тоже. So let's say you are abundance. Вы будете изобилием, And you are the smallest, right? And you are the lack. а вы будете недостатком. But God is there Но Бог там, all the time. всегда. So everybody wants to have abundance. Все хотят быть в изобилии, ходить в изобилии. So if I'm only rejoicing, И если изобилие радует вас, yes, when I'm only rejoicing in abundance, и если вы радуетесь в изобилии, when everything is going all right, когда все прекрасно в жизни, He's the fullness of everything. все, полнота во всем, все включено. So if this is making me happy, И если это делает меня счастливым, and then he disappears, но он вдруг исчез, then another visitor comes to me. и пришел другой посетитель. His name is lack. Его зовут недостаток. Every flesh has disappeared. I can't see И the fullness of everything Я here. больше не вижу полноты. Все тело куда-то исчезло. All the Мясо fullness has исчезло. disappeared. Вся полнота куда-то делась, испарилась. And then I'm sad. И я стал таким грустным. I used to have 30,000 people. И мне нужно... I had 30,000 people. I used to have У меня когда-то было 30 тысяч человек. and now I have just 1,000. А теперь только 1000 I'm in осталось. depression. И я в депрессии. Then God is saying, А Бог говорит, so who am I? кто я? You see, you are going there or there. Ты бегаешь туда-сюда, You are going there and туда-сюда, there. туда, And your сюда. mood are changing according to there or there. И твое настроение меняется в зависимости от того, есть полнота или есть недостаток. But these things come and go. Но эти вещи приходят и уходят. Come and go. Приходят и уходят. They come И пришли and they go. и ушли. They come Пришли and they go. и ушли. But don't you know that I remain? Но ты не помнишь разве, что я пребываю вовек? I remain. Я пребываю вовек. You are supposed to be settled in me. И ты должен быть прилеплен ко мне. Your heart is supposed to be at rest in me. Твое сердце должно отдыхать во мне. Покойся, Иметь упокойся, покой во мне. И упокойся. упокоиться во мне. Your heart is supposed to rest in me. Твое сердце должно упокоиться во мне. Whether it comes, Пришло ли к нам избыток? come, Приходите. but my thought and my heart is there. Но моя мысль, мое сердце должно быть там. Even though I'm in abundance. Несмотря на то, что я в объятиях избытка, изобилия. But he is not the one making me to be happy. Но не избыток и не изобилие делает меня счастливым. When I want to rejoice, Когда я хочу радоваться, I'm being stirred to joy through him. я должен прилепляться и смотреть на Него. In my inside, Внутри меня. my joy is coming from here. Я приглашаю через радость внутри меня, приглашаю Его к себе. My joy is being stirred up by him. И моя радость, она возбуждается, поднимается через Него. Even though I have this in the physical, Если у меня в физическом мире изобилие, but I refrain myself from rejoicing because of him. I'm rejoicing because of him.
Но я не радуюсь из-за изобилия, я радуюсь из-за Бога. So even when this is like euphoria and is trying to control me, I refuse the control. Even though I have it, but it's not my joy. I'm refusing the control and the manipulation of abundance. I am controlling myself and I am rejoicing myself out of this. И если изобилие пытается меня контролировать или вызывать мою эйфорию, тогда я беру себя под контроль для того, чтобы радоваться и иметь фокус всегда в Боге, чтобы не изобилие вызывало мою радость, но радость моя была от Господа. So, for example, Например, yesterday I was in town вчера я был в городе, and I saw somebody has a car, a very good car. и я видел у кого-то очень хорошую машину. I wanted to ask my people, and I was asking myself, why is this person, cleaning the car and walking around it, as if the car is a god. И я наблюдала, как хозяин машины ходил вокруг этой машины, чистил ее, облизывал буквально. Я думаю спросить у команды, зачем он это делает? Впечатление, как будто машина его Бог. I also have a car У меня тоже есть машина, about the same level, и где-то такого же уровня класса. but by the grace of God, Но по благодати Божьей, I don't even know that I have a car. I don't even remember that я I have даже и не помню, не обращаю внимания I на то, don't что у even меня remember the машина. class. I don't even know. I just need to go somewhere. Я даже не обращаю внимания, какой класс этой машины, просто сажусь и I еду. never even rejoice because of car. У меня даже мысли нет радоваться из-за того, что у меня такая машина. Do I have this one or car or I don't have? My joy is in it. Имею ли я такую машину или не имею, моя радость в нем. You see. So when then I lose it, Когда же я потерял изобилие, I never rejoiced in it anyway. я никогда не радовался из-за самого изобилия. So when I lose it, Поэтому, когда я его потерял, I don't even feel it. я ничего не испытываю, ничего не чувствую. My joy still remains И моя радость остается со мной, because it's my source. потому что Он мой источник. Then when lack comes, Когда же недостаток приходит, I know I'm still having my joy. я знаю, что я имею радость все равно. Я все еще Все имею. еще имею радость. I still keep my joy И я все еще сохраняю мою радость. because I've made my heart to be settled in the Lord. Потому что я установил и постановил моему сердцу, чтобы быть утвержденным и основанным в Боге. He is the source of my joy. Он источник моей жизни и радости. He is the source of my rejoicing, my peace, my satisfaction. Он источник радости, Он источник моего мира, Он источник моего удовлетворения. So I know that this has come, but it will go too. And this will also come, it will go. И я знаю, что недостаток как пришел, так и уйдет. Но также и изобилие, как придет, так и уйдет. But I must be established Но я должен быть утвержден in God. в Боге. God will try you that way. И Бог будет испытывать вас также, таким же образом. And when the lack comes И когда недостаток придет, and you are sad, и вы будете грустить, He knows Он знает, that you never really belong to Him. что вы на самом деле никогда не принадлежали Ему. But what you don't know, Но что вы не знаете? то, что вы не знаете. То, что вы не знаете. What you don't know is То, что вы не знаете, это for Him, для Него, for the Lord, для Господа.
there is no difference. Нету никакой разницы. He can do his work both through the many and through the little. Он может делать свою работу через множество людей и через единицы. He doesn't care. И ему не важно, He will get the same result. и он получит те же результаты. He will do the same work И сделает ту же работу, that he needs to do, которую хочет сделать, either through few or through many. или через несколько, или через множество. Okay, can you go back a little bit? Пожалуйста, отойдите немного назад. Yeah, let me prove that to you. Я вам сейчас докажу это. Can you, let's read from the book of Judges, chapter 7, verse 2 and 3. Давайте откроем книгу Судей, 7 глава, 2-3 стих. In this story, В этой истории we see that the enemies of Israel мы видели, что враги Израиля had gathered 300,000 people to fight against the people of God. собрались 300 тысяч человек, чтобы воевать против народа Божьего. And then the children of God only had 10% of that, that's 30%. I mean 30,000. А у израильтян было всего 10% от того множества, всего 30 тысяч человек. So, because in the natural, Потому что в естественном физическом мире people are used to winning only by plenty, not by little. люди всегда выигрывают сражения, если их множество, They большинство, are used to thinking like that. а не несколько человек. И они так привыкли думать. They are used to thinking. That is a psychology. That is a mentality. Они просто так привыкли думать, что побеждает только тот, у кого большинство. Это менталитет такой у людей. You might be having that mentality too. И, возможно, у вас такой же менталитет и такой же образ мыслей. If you see a church that has 1,000 people and you see a church that has 100 people, you definitely think that that's a better church. И если вы увидите одну церковь, где 1000 членов, а в другой 100, то вы решите, ну, конечно, там, где 1000 членов, там круче церковь. That is the mentality. That's how people think. Это менталитет наш, это так, как мы думаем, как привыкли думать. But it's not always the way God thinks. Но это не так, как Бог думает. It doesn't make a difference. There is no difference to God. He could win through plenty, through many, or through few. Потому что у Бога нет разницы. Он может побеждать через множество и может побеждать через единицы. So, Итак, come again. подойдите снова. You are the 300,000 enemy. Ты будешь олицетворять 300 тысяч наших врагов Израиля. 300,000. 300 тысяч, That is coming to kill 30,000 people. которые пришли, чтобы уничтожить 30 тысяч человек, израильтян. And I have only one little help, 30,000. И у меня только 30 тысяч And he всего has лишь. 300,000. А там 300 тысяч. Then God said, Но Бог сказал, I remain the same. я тот же, Я остаюсь. я остаюсь таким же. I am here. И я здесь. It doesn't matter how much you have, И не важно, сколько у тебя and it есть. doesn't matter how much is against you. И не важно, сколько против тебя. You are crying, so Gideon went to God crying that we don't have help. We need help. Почему же ты плачешь? Потому что Гедеон пришел к Богу и плакал. Нам нужна помощь, мы нуждаемся We в only have помощи. 10% of the enemy's У нас army. только 10% от того, что есть у врага. God was very disappointed. И он был разочарован. Is God disappointed at your reaction today? Интересно, а ваша реакция тоже разочаровывает Бога? Do you often break the heart of God as well? Насколько часто вы разбиваете сердце Бога такими вещами? Because his faith was in the quantity of the army. Потому что вера Гедеона была в количестве его армии, Not in the God of Israel. но не в Боге Израилевом.
God wanted to teach him a very serious lesson. И Бог хотел научить его очень серьезному уроку, Your faith should never be in the quantity of what you have, чтобы его и ваша вера никогда не была в количестве того, что вы имеете, but in the God of Israel. но в Боге Израиля. So God told him, И Бог сказал ему: you have 10,000 and you have 30,000 and you're crying? у тебя 30 тысяч, и ты плачешь? You have 30,000 and you're crying? И у тебя 30 тысяч, и ты плачешь? You have 30,000 and you're У crying? тебя 30 тысяч, и ты плачешь? I will tell you one thing now. Я скажу тебе сейчас одну вещь. Well, how many Сколько у how него? many do you say the enemies Сколько у have? него врагов? Сколько у нас врагов? 300,000? 300 тысяч врагов? And you have 30,000 А у only? тебя 30 тысяч? You think you are too small? И ты считаешь, что этого мало? Now, let me tell you something. Сейчас расскажу тебе что-то. Send all of them home. Отправь их всех домой. I don't even need them. Мне не нужны они. You think you have 10,000 is too small? И ты думаешь, что эти 30 тысяч, которые у тебя, это мало? You thought 30,000 is too small? Думаешь, 30 тысяч это мало? I don't even need them to give you the victory. Мне они не нужны, чтобы дать тебе победу. I don't even need that which you think is too small. I don't even need it to give you the victory. Мне не нужно даже то, что ты считаешь очень маленьким, чтобы дать тебе победу. Have faith in your God. Имейте веру в Бога. Have faith in your God. Имейте веру в вашего Бога. Have faith in your God. Имейте веру в вашего Бога. Have faith in your Имейте God. веру в вашего Бога. Victory belongs to him. He is the God of Sabaoth. So he's the God of hosts. Победа принадлежит Ему, потому что Он Бог Саваоф, это значит Бог воинств. He is the one in charge. Это Он He Бог doesn't need воинств. 300. He doesn't need 30,000. Это Он победитель, это Он судья. Ему не нужно 30 тысяч. He doesn't even need 10,000. Ему даже не нужно 10 тысяч. Let them go home. Пусть идут домой. The lack also, the small, the pakudevshe, will also go home. Go home. Идите домой. You don't even need it. Недостаток, идите домой. Нам не нужно даже 30 тысяч. Вернись на место, вернись на место. Ведите на место. He doesn't even need it. He doesn't need your little to give you the victory. And he doesn't need your much also. Ему не нужно даже ваше небольшое, чтобы дать вам победу. Тем более ему не нужно ваше большое, чтобы дать вам победу. I want every one of you to call to the name of the Lord today and say, Father, my faith is going to be in you from now on, not in what I have or what I lack. И я хочу, чтобы каждый из вас сейчас поговорил с Богом и сказал Ему, как я говорю: Отец, моя вера основана и всегда на Тебе, будет основана на Тебе, независимо от того, имею ли я избыток или недостаток. You know what I have now, where I'm strong and where I'm weak, but I hold on to you. Ты знаешь, на каком уровне я сейчас. Ты знаешь мои сильные и слабые стороны, где я силен, где я слаб. Но я Where I'm всегда... abundant and where I'm in lack. Ты знаешь, где я в изобилии и где я в недостатке. Но я всегда основываю мою веру и держу мою веру на Тебе. I put my trust in you. Я доверяю Тебе. And I say, do your work through me. И я говорю Тебе, Бог, делай свою работу через меня. Someone is saying right now, Сейчас некоторые говорите,
oh, if I had had health, if it had been the time I used to have my good health, I could have done more for God. Now my health is gone. But God is trying to tell you, it doesn't matter if you have strong health or weak health. If you will trust him, he will do even the same amount of work, either when you are strong or when you are weak, through you. Сейчас некоторые из вас говорят в своем сердце, где я был раньше, когда я был более сильный, сейчас я слабый, у меня уже здоровье слабое подводит, я уже не могу делать ту же работу, что раньше. Я бы для Бога делал, но здоровье слабое не позволяет. Знайте, что Он может делать через вас работу, независимо от того, слабы вы или нет. Он может сделать через вас, независимо в изобилии вы или нет. И Он может восстановить ваше здоровье так, что ваши плоды сегодня и ваша работа сегодня будет даже больше, чем когда вы были раньше, когда вы были в сильном здравии. Let's commit to God right now our little and our much. Давайте сейчас посвятим Господу все, что у нас, и наш недостаток, и наше маленькое, и наше большое, и наш избыток. Our strength and our weakness. Давайте посвятим Господу наши сильные стороны и наши слабости. And tell him that God should use it as a living sacrifice for his glory. И скажите: Бог, используй все, что у меня есть, как живую жертву для Тебя. Talk to God. Поговорите с Богом. Посвятите все Господу. И пускай ваш страх уходит. И пускай приходит уверенность. Let your fear go. Пусть уходит ваш страх. Let trust in God come to you. Пусть приходит ваша уверенность в Боге. Know He will do and accomplish His purpose in you and through you no matter what. Знайте, что Он будет делать, и Он завершит и совершит свои цели через вас. Неважно, как вы себя чувствуете и что вы имеете, много или мало. You need trust. Вам просто нужно доверять Ему. You need faith. Верьте Ему. And He will surprise you. И Он очень сильно удивит вас. He will surprise you. Он удивит вас. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус. Before I finish, just before I finish, Перед тем, как закончить, let me give you a warning. я хочу предупредить вас кое о чем. There is one thing Есть одна вещь, that will negate and cancel которая может отменить и упразднить all that God wishes to do for you and through you то, что Бог хочет сделать через вас и для вас at any time. в любое время. It will be killed by this factor. Это может быть убито, любое желание Божье может быть убито этой вещью. Even though God is interested to give you the victory, either by few or by many, but something will cancel everything.
Несмотря на то, что Бог очень заинтересован, чтобы дать вам победу, сделать вас победителем, независимо от того, много вы имеете или мало, есть одна вещь, которая действительно может отменить все это. So when God said, Когда Бог сказал, I can give you victory either by much or by little, что я могу дать тебе победу через множество и через несколько человек. and he said, let the people go. И сказал, отпусти народ. What is the criteria? Because you have 30,000 people and you say you just want 300 to be left. If God is a just God and you don't want to be lisemerne, you don't want to be to have preferential treatment, you don't want to prefer one upon the other, and God is not what do you call it? Lisemerne, what do you call it? It's not hypocritical. And it's not partial, and it doesn't prefer one to the other. So since God is an even God, is an equal God, is a just God, we have 30,000 people and you only want to have 300 left, then what would be the criteria? What is the criteria to know who to let go and who to remain? Мы должны знать, какие же критерии у Бога, кого Он решает оставить, а кого Он говорит отпустить. Потому что Бог не лицемерный, не лицеприятный Бог. Он не частичный Бог. Он не делает сегодня так, а завтра так. Он должен... Если есть 30 тысяч человек, должны же быть какие-то критерии, по которым кого же послать домой-то? Кого послать домой? Ну, если сказать, что вы из этого города, вы из этого или из села, тогда получается, Бог лицеприятен. Если он скажет, вы высокий, а он же не виноват, что он высокий или он низкий. Но какие критерии-то? Итак, тема моя. So what is the criteria that God will use to decide who to send packing home? Is it those who are tall? If it had been those who are tall to remain, then God is partial. Because he is not to blame that he was born short. Итак, какие же критерии, кого Бог отправляет домой, а кого нет? Если по высоте роста, то значит Бог есть частичный Бог, что он не равный Бог, он действует неравно. So what is the criteria? Who does God send packing? Who does God send home? Кого же Бог посылает домой, а кого оставляет? Какие критерии? Who does God send away? Какие критерии его выбора? That's why I say this one thing, there is a criteria that will cancel no matter what plan God has for you, no matter what it intended to do for you, this one thing will cancel it. Итак, это одна вещь, это один критерий, который может перечеркнуть все то, что Бог хочет делать для вас и через вас. Only that criteria decides who is removed and eliminated. Вот только по этому критерию Бог решает, кого нужно убрать, кого упразднить, а кого оставить. So even though God wants to give them the victory, he already decided to give them the victory, but who will be a part of the victory? Итак, And who will be eliminated? Бог уже решил дать им победу. Он решил дать эту победу, и он решил дать это через малое количество людей. Но кого же Он решил оставить, а кого убрать? Кто же будет частью победы, а кто будет просто наблюдателем? Even though God is prepared the victory, but who will taste that victory? And who will not be qualified? What will disqualify you at any day, at any time, even for what God has already prepared to give you? Несмотря на то, что Бог уже приготовил победу, кто же будет вкушать эту победу? Кто будет участником этой победы? А кто будет дисквалифицирован как недостойный? Какие критерии? What is the one criteria for disqualification? Какой единственный критерий дисквалификации? Even when the victory is already prepared. Несмотря на то, что победа уже есть и готова. What is the criteria for disqualification? Какой же критерий дисквалификации, несмотря на наличие победы? This is what I want to warn you about. Это то, о чем я хочу предупредить вас очень серьезно. Be careful of this factor. Будьте очень внимательны About this factor. Именно об этом Either you факторе. are in abundance, Несмотря на то, в избытке ли вы or you are in lack. или в недостатке. Always be careful. Будьте очень внимательны к этому критерию. Never let it come near you.
И никогда не позвольте ему прийти к вам. Always keep your heart from it. Всегда держите свое сердце подальше от него. And God's will always be accomplished through you. И тогда Бог всегда будет совершать через вас свои дела. And the victory that He has prepared for you, И та победа, которую Он приготовил вам, you will always inherit it. всегда будет с вами, вы всегда будете ее наследниками. So what is that factor? Итак, что же это за фактор? We go back to the book of Judges, Возвращаемся обратно к книге Судей, chapter 7, 7 глава, verse 2 and 3. 2 и 3 стихи. The book of Judges, Книга Судей, chapter 7, 7 глава, just two verses, verses 1 and 2. всего 2 стиха, 2 и 3. And the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many. They are too many for me to give the Midianites into your hands, lest Israel claims the victory for himself against me, saying, my own hand has saved me. So, verse 3. Now, therefore, proclaim in the hearing of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. And that same day, 22,000 people were returned home. «И сказал Господь Гидеону, народа с тобою слишком много. Я не могу предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною, и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 000». Видите? You see? God would rather get rid of the multitude Видите, Бог готов избавиться от толпы и от множества, than to tolerate fear. чем терпеть страх, который в них есть. So each time in our church here, in the embassy of God, Итак, всякий раз в этой церкви, в especially Посольстве Божьем, last year, особенно в прошлом году, when people were raising panic and talk, I always say, let them, I always say, please, I even glance out of money, please leave, go. Because for God, it doesn't matter either to win by little or by much. But when you have people among you who are timid and fearful, you destroy everything. Итак, когда в Посольстве Божьем начинаются проблемы и начинается паника среди людей, я говорю, пожалуйста, уходите, я готов прямо стать на колени, особенно в прошлом году. Я готов был стать на колени и говорил, идите, потому что когда начинается паника и когда начинается страх, Потому что для Бога это разница, нет? Он всегда совершит свою волю и свои планы, и свои призвания через свою церковь. И не имеет значения, через маленькое или через большое. Но когда сомневающиеся и боязливые остаются в народе, это все разрушит. Поэтому кто-то думает, что это трагедия, что кто-то уходит, тогда вы слабо знаете моего Бога. Слабо его знаете. Слабо вы его знаете. Для него разницы нету. Через сколько дать победу. Поэтому вот, кто меня знает, тот знает, что вообще я не смущался. У меня нету трагедии, у меня только победа. Do you think that was a tragedy? That all these people, 22,000 people left immediately? To Gideon, maybe it's a tragedy, but it's because he doesn't understand his God. It's not always a tragedy when people go. Sometimes it's the greatest blessing that could happen to you. Думаете, это была трагедия, что эти люди 22 000 оставили его? Абсолютно нет, но для Гидеона это была трагедия. Потому что когда такие люди оставляют, это хорошо. И Бог так испытывает людей.
Вы думаете, что очень часто мы думаем, когда толпа уходит от нас, и много людей уходят, мы думаем, это трагедия, паника наступает. Это дурой надо быть, это дураком надо быть, когда 22 тысячи эти ушли, чтобы при этом сетовать и падать сердцем. Это потому что ты Бога не понимаешь, это потому что ты недалекий. Потому что эти 22 тысячи, которые ушли, это же не трагедия была. Это было спасение. Не всегда, когда толпы уходят, есть горе. Порой даже это счастье. Поэтому, когда so when the crowd left Jesus, he was not thinking it's a tragedy. He was actually telling those who are left and said, do you want to go also? Yeah, do you want to go? Yeah. Поэтому, когда толпа ушла от Иисуса, он не был расстроен. Но остатку он сказал, а вы тоже хотите уйти? Вы тоже хотите уйти? Можете идти. Потому что он понимает Божье. Когда все покинули его, он же не впал в депрессию. Он слишком много знает. That God can give victory, either by little or by much. Потому что Бог может дать победу через множество и через нескольких, через небольшое количество. So when everybody left Jesus, Итак, когда все оставили Иисуса, he was just asking, what about you? He wanted to find out that none of those who were left had any kind of timidity or fear. So he was coming back to tell them, maybe you want to go too. Maybe you want to go. He wanted to uproot all forms of timidity, all forms of fear, so that he could now begin to move forward. и когда все оставили Иисуса, он спросил у остатках, не хотите ли вы уйти, чтобы не узнать, есть ли у них страх или какая-то страх или смущение, да, потому что он хотел вырвать и искоренить этот страх и смущение из их жизни, чтобы никогда больше не было, потому что из команды. Когда люди ушли, это было для него не трагедия, он не смущался вообще. Наоборот, другое его смущало. Он хотел выяснить из тех, которые остались. Не остался ли случайно кто-то, у кого все еще смущение и страх? Поэтому не погону он начал за теми, которые ушли, а наоборот остатком вернулся и говорит, а вы что? Кто еще из вас остался? Он именно прощупывал, чтобы именно прочистить остаток. Потому что если все еще остался какой-то страх или сомнение, или смущение, он не пойдет вперед. И воля будет не может быть исполнена. Вот это единственное, что может помешать воле Божьей. Because Jesus had to come back to those people, to the remnant. And he needed to make sure there is no element of fear left. So maybe, do you want to go as well? Maybe, please. He wanted to be sure that he has purified the remnant from any form of fear and doubt. Now that he's sure that there is no more fear or doubt left, he said, now let's move forward. And then the victory of the Lord could be given. The only one thing that could stop the will of God from being accomplished in your life and through you is not the availability of abundance or lack, but it's the availability of fear and doubt. Believe your God. Doesn't matter if you are small or you are big, if you have abundance or you are in lack. Be rigid in your faith in him, and his will surely be accomplished in your life.
Иисус вернулся к остатку и спросил, не хотите ли вы меня оставить, чтобы быть уверенным, что не остался ни один, кто имеет страх или отсутствие дерзновения. Потому что Он хотел делать, Он может делать работу через множество и через нескольких. Но единственная вещь, которая может перечеркнуть всю работу Божью в нашей жизни, это страх. Поэтому Он хотел быть убежден. Страх и сомнения. Поэтому Он хотел быть убежден, что в Его команде нет людей со страхом и сомнением. Потому что Бог может делать великие дела через множество и через единицы. Давайте станем. Поблагодарите Бога, что ваш Бог верен в любом случае. Аллилуйя! Благодарите Бога, благодарите Бога, благодарите Бога. Бог будет верен, Бог будет совершать свои дела, Бог будет совершать свои планы. Не через большое или через малое, через множество или через ничтожество. Только Он может, чтобы мы были уверены, спокойны в Нем, Бог совершит свои планы, свои намерения. Имокола рабака сакалариандая. Бабабаларака секретариандая. Вы знаете, когда толпы от Иисуса ушли, когда толпы от Иисуса ушли, остались 12. В день Пятидесятницы только 120. Из всех толпы, тысячи, которые были. Но ему не нужны были толпы, чтобы завоевать мир. Ему нужны были только остаток. Ему все равно. Через кого перейти победу? Через большой? When Jesus was on the earth, he had multitudes. Why multitudes? Because they couldn't count them. There were so many. But at a point, they all left. Only 12 were left. Then the day of Pentecost, only 120 were left. But you guess what? He didn't need the multitude to win the whole world after his death. Когда Иисус был на земле, у Него были множество и толпы. The only people He used to win the whole world were the remnant. He doesn't need multitude to do His will. He just needs the remnant. Когда Иисус был на земле, у Него были множество и толпы. Никто не мог посчитать их, но Он не нуждался в них. Он нуждался и ожидал остатка. И Он использовал этих 12, чтобы перевернуть мир. Точно так же в день Пятидесятницы было всего 120 человек, которые перевернули мир. Бог может делать через множество, и Бог может делать через единицы. И Он не нуждается во многих, чтобы делать эту работу, но Он нуждается в остатке. Давайте будем молиться сейчас, благодарить Господа, что воля Божья для Посольства Божьего, оно исполнится в любом случае. Через большое или через малое. То, как это было в Евангелии, Деяния апостолов, так это и происходит сегодня. Господь, мы благодарим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Мы любим Тебя, мы обожаем Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты осуществляешь Твои планы. Ты осуществляешь, Господь, Твои намерения. Прими всю славу, прими всю честь, Господь. Мы Тебя обожаем, мы Тебя превозносим. И в нашей жизни тоже, какой бы у нас ни был возраст, какой бы у нас ни было здоровье, Ты соверши Твое намерение. Через большое или через мало. Именем Иисуса мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты остаешься верен. И мы, Господь, утверждаем свою веру и свою уверенность в Тебе, Господь. Мы доверяем Тебе в любом случае, что Ты остаешься верен. И не имеет значения, что у нас есть, или сколько у нас есть, или мало, или большое. Твоя воля исполнится и осуществится в любом случае. Мы превозносим Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь, Царь царей, Бог богов. Слава Тебе, честь и хвала Тебе. Спасибо, что Ты всегда верен. Ты был тот же самый в день Гидеона. Ты был тот же самый во дне Иисуса. Ты был тот же самый во дне апостолов. И Ты тот же самый сегодня. Мы превозносим Тебе. Будь превознесенный, Господь. Тебе слава и хвала
во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Амен. Амен.